Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я закончила снимать предыдущий влог. Дальше стала уже дорабатывать иллюстрацию. И тут случилось, в общем-то, что могло случиться. У меня сломалась точилка. Это точилка от марки Action. Я ее покупала в Ашане за 500 с чем-то рублей. Ну, я не помню, она мне несколько лет служила. Я прям точно не помню сколько. Но я думаю, что года 2-3 она мне точно служила. Я была и очень довольна. Меня устраивал синий цвет, потому что когда у меня еще творческий уголок был не здесь, а вот тут рядом, где у меня такая полка стоит, желто-синяя, просто вообще все идеально подходило в цвет, да и сейчас здесь тоже подходит. Мне нравилась эта точилка. Ну, конечно, она портила рубашку карандаша, потому что здесь вот зажимчики. Но, тем не менее, меня все устраивало. У нее не было кнопки, вот когда грифель засоряется, нужно было откручивать. Но зато у нее крепление. В общем, тут, конечно, тоже вот эта часть такая антискользящая, но можно было крепить. А сегодня смотрю, что-то ручка проворачивалась. Но я сначала подумала, что давно ее не чистила. Кстати, может быть, это и была причина. Потому что, ну, вы понимаете, что у меня тут вообще это с ушастым и так далее. Вот эта вся ситуация. Ну, видео вы позже увидите. Уже этот видос пойдет где-то на 24, может быть, число, я не знаю, плюс-минус. Поэтому мне не до того было. И, может быть, именно поэтому с резьбой произошла проблема. Ну, в общем, я вытряхнула. Мне показалось, что вроде все работает, но недолго. Потом я вот все здесь отвинтила, еще прочистила. Но, короче, это удлинило ей жизнь, по-моему, на час. В общем, в итоге вот здесь вот резьба сорвана, то есть туда провалилась уже вот эта сама металлическая часть. Там с резьбой все в порядке, а вот эта часть, которая накручивается, там вот возникла проблема. Но мне любимый сказал, что он это может как-то починить, восстановить. Не знаю, посмотрим. Если у меня не будет сильно много вещей, то я, конечно, ее возьму. И если он починит, то... Но опять же, будет хорошо, можно оставить на даче, потому что там еще есть советская точилка такая основательная, хорошая. Это, например, для города. Ну, в общем, побежала я в Fix Price за час до закрытия и взяла такую точилку. Самое интересное, что когда я уже вовсю пользовалась точилкой, Fix Price, и везде появились уже по 200 с чем-то рублей, да, под там точилки, даже тогда они еще были по 199, по-моему. Ну вот, и я как-то думаю, ну зачем, если вот это хорошее, что я буду вторую брать? А там еще были мятные цвета, мне очень хотелось. Ну, я думаю, нет, ну уже, думаю, еще точилки в запас брать. А вот сегодня-то я пожалела, потому что, ну, во-первых, уже точилка стоит 250 рублей, ну ладно. Как бы это ерунда, потому что это вообще 500 с лишним стоило. Но цвет там был черный, красный какой-то, бордовый, телесный, прям, ну, плюс-минус вот такой вот цвет. И я там рылась, и в итоге нашла голубой, то, что мне наиболее подходило. Ну, давайте посмотрим. Откроем. Я, правда, ее уже открывала, пользовалась, потому что, думаю, надо все равно перед съемкой видео посмотреть. У многих эта точилка есть. У точилки, конечно, есть плюсы. То, что вот рубашку карандаша не портит. Хотя это вообще не принципиально. Здесь, наверное, больше резервуар для опилок, что тоже хорошо. Кнопка имеется. И тут вот переключать. Но на самом деле я сравнила на двух одинаковых карандашах. Я вообще не поняла. Тут вот режимы вот эти острый, плоский, я не знаю, мне кажется, что все это едино работает, да и мне без разницы в этом плане. Ну, эту кнопку у меня еще ничего не ломалось, поэтому я не пробовала. Вот. Ну, крепления, конечно, нет. Я вот думаю, ну, кстати,
Вот сюда можно поставить крепление от той точилки без проблем, я думаю. Ну вот оно сюда входит, крепление, поэтому буду также пользоваться, потому что вроде бы оно и не скользит, но я так не привыкла. Мне нравится, чтобы она вот была тут сбоку у меня. Ну вот я сейчас, как видите, вот у меня эта подложка, и я дальше карандашами уже доделываю. Ну, давайте вставим так. Ну вот у меня стоит на вот этом квадратике. Вот заточка. Хорошо, точит нормально. Такой же карандаш, но давайте я поставлю на вот этот режим. По ощущениям, вот где квадратик, там было сложнее проворачивать. На этом режиме легче, но есть ли разница? А разницы, ну, лично я никакой, в принципе, не вижу. Абсолютно одинаковая заточка. Вот. Опять же, меня это не расстраивает. Нормально все. Лишь бы карандаши не ломала. Ну и если что, действительно, чтобы кнопка была в помощь. Потому что вот с этой точилкой тоже особо как бы проблем не было. Но это нужно было вот это все открутить, чем-то остреньким поддеть в самой точилке. Ну, то есть это как-то не очень. Вот. Ну а в целом меня она устраивала. Сейчас я... Ну, цвет я люблю, в принципе, такой. Сейчас я прикручу. У меня тут просто вообще опилки везде болтаются. Прошу прощения. Вот. Сейчас. Ну, вот она у меня всегда была здесь. Сейчас попробую прикрутить. Ну, для меня это максимально удобный вариант. Сейчас закручу. Нет, надо ее вот так прижимать сверху. Вот. Тогда нормально. Ну, вроде как прочно. Вот еще раз хорошенько я так прикрутила ее, проверила. Давайте попробуем. Ну да, все как бы нормально. Вот так вот она пусть здесь и стоит. Я вот обычно сижу тут, с этой стороны у меня еще, как вы знаете, огромное вот пространство. В общем, такой вот повод для съемки видео. Ладно, сейчас я подвину немножко штатив еще. Такая покупочка. Ну, а так вот я в процессе. Да, к этим карандашам, которые я все ругала, сейчас я изменила немножко отношение. О, а здесь сломанный карандаш. Заодно и поточим. Сейчас попробую. Вот, кстати говоря, что я еще ругала в этих карандашах, помимо жесткости, типа неяркости, это то, что рубашка карандаша яркая, а здесь практически розовый цвет. А надо учитывать, что здесь аж 6 розовых оттенков, и вот еще, ну, по сути, розовых. Ну, вот красный еще, ну, короче, как-то так. Вот, но в целом я к ним немножко изменила отношение, потому что именно при акварельной подложке по ним, ну, в общем, можно их использовать нормально. Так что теперь они у меня лежать просто так не будут. Но до конца я их расходовать тоже не буду, для того, чтобы у меня было просто в коллекции. Хотя, не знаю, может и буду. Что, коробки складировать.
пока еще не решила. Я потом еще желтым прохожусь поверх полностью. Мне понравился такой вариант раскрашивания. В общем, получается, вместе с этим влогом у меня уже, да, где-то до 24 августа уже все отснято. Именно в плане хобби влогов. Но я еще подумала, что мне, знаете что, мне хочется поснимать челленджи, но время особо нет. У меня есть несколько идей, я вот думаю, что, например, может, я буду в Питере как-то это дело осуществлять. Но какие-то тематические такие челленджи я, может быть, оставлю именно уже здесь, потому что, чтобы, например, устроить тематический челлендж, интереснее, да, там как бы несколько раскрасок брать. Вот. Но это уж я точно не буду делать. А вот устроить, я не знаю, раскрашиваю челлендж, там раскрашиваю сколько-то часов, вполне можно. Ну, конечно, я когда-то свой первый челлендж проводила, это я раскрашивала 24 часа, но там это точно будет невозможно, да и вообще мне не совсем хотелось бы. А может быть, какой-то более короткий промежуток времени можно будет и поснимать. Ну, то есть видно, как вот эта подложка и насколько оно здесь уже по-другому смотрится. Со зверем я потом разберусь, то есть тут уже есть карандаши, я показывала в прошлом видео, но я потом еще, наверное, что-то доделаю. Ну, во-первых, акварель будет перламутровая сверху. Это вообще обязательно. Но сейчас я хочу с листочками. Они меня, честно говоря, очень пугали. Я думаю, ну вот, как это я все буду? Но все оказалось значительно легче и проще, если найти правильный подход. Ладно, сейчас еще одну вот эту группу из листьев я закрашу. Здесь вот, кстати, коричневое должно быть, я не заметила. А цвет карандаша отличается от подложки, но он отличается, потому что, в принципе, в акварели гамма там это был единственный зеленый цвет, а мне было принципиально гамму использовать, чтобы ее вообще тратить как-то. Вот. Ну и опять же, это чисто подложка. Да, не собиралась я точилку покупать, и главное, обидно, что в тот момент, когда дошли руки до покупки, мятного не было цвета. Ну, что за ерунда? Ладно, в конце концов, если вдруг что-то пойдет не так, а точилка будет не очень, я ее отвезу в Питер, заберу оттуда. Мне любимый сказал, что он мне подарит точилку ту металлическую. Вот пластиковую, если починит, пусть на даче болтается. А он мне еще обещал научить карандаши точить вот именно ножиком. Вот. Это, кстати, будет очень хорошо, потому что мне как-то папа раньше показывал, он у меня шикарно точил карандаши, и, ну, в общем-то, никто бы не подумал, что это ножом. Потому что вообще художники точат ножом так, что вот
ну, короче, чтобы им было удобно рисовать, но при этом древесину очень как бы портится древесина, то есть это внешне как бы не эстетично. Вот, а папе для профессии, он фотограф был, ему там ретушь, вот это все делать, но он точил очень красиво. Во-первых, как бы выглядело это все как будто вот в точилке все сделано, а во-вторых, у него сами опилки были очень красивые, фигурные, там можно просто целые картины было делать. И потом он об шкурку еще так затачивал. Вот, ну, в общем, как-то так. Ну, дальше я уже доделаю за кадром и покажу в конце месяца. А сейчас выберу уже что-то еще пораскрашивать на камеру. Выбрала я для себя великолепные драконы из серии «Волшебные миры». Ой, такая все-таки обложка приятная. Она вообще отличается от всех остальных в этой серии. Такая мягкая, просто антистресска. И вот тоже всегда думаешь, вот хочется вроде бы обложку, но она вот эта такая классная, приятная. Ну, когда у меня эта раскраска появилась, я раскрасила вот это вот. Мне, в общем-то, понравилось, как получилось. Здесь вот карандаши, а тут акварель. И там белые ночи, и всякое такое. Вот. Но здесь односторонние иллюстрации, поэтому в целом... Короче, я выбрала вот эту иллюстрацию. Мне она понравилась. В принципе, здесь все хорошие иллюстрации. Я вот сейчас думаю, чем пораскрашивать. Ну, можно, в принципе, взять карандаши. Можно тоже попробовать с акварелью, с подложкой. И, наверное, вот я не знаю, взять только белые ночи, вот это в кюветках все, или обойтись без этого, не знаю. Да нет, наверное, можно взять просто детскую акварель тоже. И так, с какой стороны это открывается? Так, попробую так, для разнообразия. Потому что вообще здесь я сочетаю акварель и карандаши, но именно акварель не в качестве подложки. Надо еще подумать, какого все цвета будет. Но здесь я, наверное, хотела бы фиолетового. Чтобы был фиолетовый цвет, но здесь, наверное, я не обойдусь без все же вот этого набора, если именно детский. Здесь все же мне и цвета нравятся побольше. Так, сейчас еще наберу немножечко. Здесь получается, что, конечно, и так уже и затемнение есть, все дела. Да не, наверное, можно просто вот одним цветом, а уже карандаши использовать несколько оттенков. Возможно, я не знаю, в этом видео буду или нет, может быть, задействую еще какую-нибудь простенькую раскраску, потому что, ну, это все вот, например, сохнуть будет еще, сразу к карандашам не приступишь. Подумаю. А может быть, уже и не буду в этом влоге ничего начинать. В принципе, здесь можно чисто акварелью, если взять в кюветках, например. Не, ну просто здесь, конечно, учитывая односторонние иллюстрации, действительно жалко как-то. Чё ж не пользоваться возможностью
Не использовать те материалы, которые там будут протекать. Еще можно, наверное, как многие делают, сначала маркерами, а потом уже там, карандашами, например. Но маркерами я предпочитаю вот именно такие всякие отдыхалочки раскрашивать. Так. Ну вот. Ладно, с этим цветом разобрались. Сейчас надо подумать все остальное, в каких оттенках будет. Я думаю, что диван будет зеленый. Мне почему-то именно так хочется. И я тоже возьму вот по-простому, закрашу уже вот этим цветом. Он тут один оттенок, а перекрыть можно чем угодно будет. Так даже, знаете, лучше еще получается так набросать вот эти цвета. Это хорошо. Кожу вот тоже думаю, может быть, сначала взять здесь телесный оттенок и попробовать. Но в целом надо все пробовать, безусловно. Выходить из зоны комфорта. Так, ну я думаю, что это все-таки диван здесь. Вот именно вот это. А уже дальше подушки. Вот это тоже, мне кажется, должен быть диван. Ну ладно, у меня будет точно диван. А там уж кому как. Прекрасно. А вот эти подушки я хочу сделать желтыми. Это мне что-то с Пинтереста. Ой, я еще, кстати, сейчас не знаю там со своим интернет-магазином, буду я его продлять или пусть он до октября уже на стопе будет. Да нет, наверное, продлю, потому что, ну, большую часть, то есть весь август я буду здесь. Ладно. Так, вот эта подушка, тоже такой момент, непонятно какого цвета. И вот еще подушка. Наверное, я ее сделаю тоже фиолетовый. И вот эту большую хочу такого же цвета, чтобы она была. Ну, волосы стандартно будут рыжие. Мне это нравится. А потом буду уже карандашами-то и дорабатывать.
Так-то лучше. Дальше. Что здесь? Шкурка какого цвета? Ладно, это я пока не решила. Пока я сделаю, раскрашу кожу. Вот. Ну и буду видео завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров и до скорой встречи. Пока-пока!